Вторник, 18 сентября, время без 5:07. Прошли мы с вами уже 7808 километров. Давайте тут через стояночку проедем. Осталось нам по версии Машки 715. Сегодня, наверное, уже будет полегче. Самый такой, сложным его не назовешь. Самый противный участок дороги мы вчера проехали. Я вам даже больше скажу. Вот когда стемнело, ночью на дальнем ехать проще даже, чем днем. Но именно на дальнем свете. Дальний он, вот свет, он как-то показывает все эти... При нем хорошо видны все эти горностаи. Тут, правда, немножко две сплошные, но мне кажется, не такие уж они сплошные, туда заехать. Ну не на обочине ж вот так стоять, как люди стоят. Вот. Так вот, при нем как-то было даже попроще ехать. Вот когда светло, ну их так не видно. Ямы видно, все видно, а вот эти вот именно бугры, их так не видать. А ночью они очень хорошо видны, но только при дальнем свете. Ерофей Павлович, 101 километр. Вот. Можно ставить галочку. Нормально. Тут, я думаю, в любое время можно припарковаться. Понятно, на этой асфальтированной площадке ты уже можешь и не стать. Но вот так, как я, как вот парни стояли, запросто можно швартоваться. Интернет, мегафон в огне. Думаю, остальные тоже, потому что Амазар рядом. Буквально тут съезд, на него проезжаешь. И вот это вот парковка. Парковка, площадка. Сейчас река Амазар. Так, понедельник сегодня. 715, но уже 714. Так, все. Нет, тут тоже все будет, все, горностаи, они никуда не денутся, они нас теперь будут сопровождать всю дорогу. Совсем обмелел Амазар, видите? Ё-моё, можно практически вброд перейти. Вот. Сегодня нужно будет еще раз позвонить. Но это попозже, уже к тому времени, когда Минск проснется, где-нибудь там по местному часа в 2, в полтретьего, в 3 даже по местному надо будет еще раз позвонить. Рок. Понятно. Я сегодня ночью с автономкой спал. Я остановился, было 9 градусов, посмотрел, под утро 4, ты горел огнем. Утром по холоду с одеяла вылазить. Конечно, жару не люблю, но существо теплолюбивое. Поглядим, куда мы сегодня. Либо до места. Там есть площадка перед этим предприятием газовой отрасли. Может, на космодроме стану, а утром туда доеду. Поглядим, в общем, там ближе к вечеру. Что сказать за этот участок, что был? Тут, я говорю, временами просто ужас. Ну, то, что 3 раза я собирал все, что у меня лежит вот здесь вот наверху, оно все улетало вот туда. Как минимум 3 раза собирал. Ну и так еще невозможно. Вроде бы вот тут видно, что асфальт хреновый. Тут сильно не разгонишься. А там он все гладенький, все катишься. И потом бах! Сидит красавчик. Все, куда деваться. В любом случае ты оттормозиться полностью не успеешь. Ну и бить в тормоза тут уже до
подкинула знатно, раза 3 подкинула очень знатно. Ну, чтоб не подкидывала, здесь надо всю дорогу ехать 50 км в час. Ты ж не будешь 50 км в час всю дорогу ехать, правильно? Вот здесь, да, вот здесь вот быстрее полтинника и не разгонитесь. Местами вообще новый асфальт. И 2, по-моему, или 3 ремонта было даже со светофорами. Закатывают асфальт парни. Насколько надолго, это другой вопрос. Насколько долго его хватит. Но дорогу делают. А здесь вот уже Могочинского района, в принципе, не так много остается у нас. А как закончится Могочинский район, соответственно, закончится Забайкальский край. Так что скоро мы зарулим в Амурскую губернию. Ну и это пока крайняя область, в которую нам нужно будет попасть. Судя по тому, что у нас бронь на Китай, дальше мы уже точно не поедем. Я имею в виду на восток. Вряд ли нам ее отменят. Хотя кто его знает, тоже 7 пятниц на неделе бронь-то отменить, никаких проблем. Я, правда, не знаю, но она же, наверное, бесплатная. А вдруг там в Китае ничего не найдется, скажут, давай, лети в находку или там в порт Тольга, как маэстро, загрузишься на Караганду. Ну, маэстро вторым рейсом на Караганду. Вторым, ну, не подряд, конечно. С Благовещенская, вот, Димка у нас, парничка работает. Тоже сказал, на Казахстан загрузился. Куда, правда, не знаю, что-то не спросил. Куардак хочу. В Алмату хочу. Вот хочу в Алмату съездить. 1000 лет не был. Раньше был второй дом. А теперь уже забыл, когда был там последний раз. В каком году-то? В 18-м, наверное. 17-18. Ну ладно. Туманчик небольшой. Шагаем дальше. Потихонечку. За день 700 километров. Без форс-мажорных обстоятельств. Не спеша мы сегодня проедем. Вот он красавец. Видели? Сидел. И его замечаешь практически вот когда он уже перед рожей. Ну, если перед мордой, извиняюсь. Естественно, если видны следы торможения, то его видно сдалека. А так, что? Вот он подъезжаешь, и вот оно. Шасси. А вот в свете фар дальнего света его видно так метров, ну, нормально. То есть можно успеть оттормозиться. Причем так, что перекулиться через него довольно-таки спокойно. Ё-моё, какой туман. Что, надо свет включать? Все может быть. Туманище над миром стелется. Вот, на нефтемаркете. Заправка нефтемаркет. Вот тут стоянка. И тут, как я понимаю, подорожник. Леха говорил. Интернета нет здесь. Ну, моего, во всяком случае. Тут буквально я отъехал 12 минут, 10 километров. Ну и вот опять, видите, вот это вот идет. Что за ноу-хау технология? Вот он, красавец. Как бы, ну, предполагаю, смею предположить, что вчера высокой остановился там 10, ну, около 9:30. Здесь уже было, наверное, все забито. Так, кафе тут, да, там ничего нет. Там нет ни кафе, удобство на улице. Привередливым джентльменам это не подходит. Вы поняли, о ком речь. Но зато
плюс того, что интернет, это, вот, говорится, мой вариант. Все остальное можно как-то пережить. Это отсутствие интернета. Все ж ради вас. По идее, так-то что мне интернет? Я сегодня приехал, сразу спать завалился. Интернет мне не надо, когда я сплю. А вот когда не сплю, он нужен. Просто там как-то один раз в комментариях там один умник написал там, что это за страна, интернета нет. Он просто понятия не имеет. В его голове просто не вмещается, что это Забайкальский край, как его пол его страны. И численность населения здесь меньше, чем численность медведей. Ну, это я так образно говорю, вы меня поняли. А тут думаете, интернет у нас есть везде. Не сказал бы, что у вас тоже везде есть хороший интернет. По собственным наблюдениям. Ну, а про цену я вообще молчу интернета. Я как вспомню 2 евро гигабайт. Поэтому люди слегка, которые пытаются умничать, они просто не отдупляют. Что это за край? Что это за места? И так далее. Ну, мы на них внимания обращать не будем, правильно? Да, и забыл добавить. Этого бы умничка сюда. На короткий промежуток времени. Желательно зимой. Я думаю, что до конца зимы он не дожил. Через неделю бы либо ласты склеил, либо начал бы кричать благим матом: отпустите меня в Гималай. А не то я залою, а не то я залаю. Надо просто немножко понимать географическое положение и так далее и тому подобное. Все. Лекция закончена. Пошли в туман. Крадемся, как ежики. Кстати, ежики тоже скоро начнутся. В Амурской области. Они туда, дальше. Ближе к Хаба, ближе туда, к еврейской автономной области попадаются. Здесь на западе что я их не припоминаю, хотя, по-моему, тоже должны быть. Посмотрим сейчас. I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? Find you. I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? Dopamine when you send pictures. When you send pictures. Can't be waiting. Oh,
used to saying, would you be waiting? Че, не размолотились тут? Ну да, походу. Амурская уже, все, мы в Амурскую заехали. Перегнал, значит, машину. Все. Попал. С горы летел. Ну, а здесь вот горностай подкинул. Управление потерял, и вот, пожалуйста. Результат вы видели. Попал. Я думаю, не по-детски. Придется ему купить теперь эту машину, этому перегонщику. Скорее всего, под утро было. Они ж не спят. От слова совсем. Вот и мы и пришагали до развязки на славную Якутию. Это туда. Туда нас пока еще не пущают. Хотя уже наши парни бегали. Куда-то у нас Саня куда-то туда ходил, что-то в сторону Якутска. Прям с Минска грузился и забыл. На Тынду, по-моему. Да, на Тынду. Красавчик. Вот. Выгребли здесь потиху. Ну как, час времени Могочинского района попрыгивать пришлось, как всегда. Ну, здесь тоже, в принципе, временами попадается. Сильно не расслабишься, конечно, намного лучше дорога в Амурской области. Но горностаи иногда тоже попадаются. Причем весьма знатные. Соответственно, на мостах это даже не обсуждается. Машина сейчас стоит. Да ладно уж, поедет оттуда. Здесь сейчас ННК заправка, пост. Надо было садить, имеешь в виду, на заправку. Солидный такой построенный. Ну, как бы не рабочий был. Что там стояло? Невер Никого справа. не было в машине, а Ситрак этот, я непонятно, что он на горе, он не едет. На посту нет никого. Просто никого не было, свободно. Давайте, наверное, мы здесь тормознемся. Солярки нет, это выгнали всех. Пойдем Костя разомнем. Что кофе наружу просится. Зов природы. Я думал в Талдане остановиться. Но до Талдана тут еще почти 70 километров. Я на нее не доеду. Ну, в принципе, тоже можно ночевать. Я так понимаю, довольно-таки спокойно. Видите, сколько здесь людей ночует. Площадка большая. Здесь тоже интернет хороший. Дальше вот Невер стоянка, там интернета нет. А здесь вроде как все ничего. Давайте тут встанем. Мы ненадолго. Какое знатное тут болото, а. Ежики начинают появляться. Ну,
нравится мне их так называть. Ну, и знаешь, ты понимаешь, что это кочки? Они же похожи на ежика. Похожи. $414 остается нам. На место. Сейчас уже Талдан скоро. Поедем на 3 семерки в районе Магдагачи. Надо зарулить, хлебушка взять, того всего, маслица. Подхарчиться, в общем, слегонца. Сегодня сухо, сегодня хоть хорошо, сегодня дождя нету. Хотя сейчас пасмурно стало. Еще совсем недавно светило солнце. Ну хорошо. Вроде на завтра смотрел, вроде тоже сухо. Ну, выгружаться просто как-то в дождь не совсем камильфо. По сухой погоде все же приятнее. Вот Талдан 19, Магдагач 101. Там просто магазин есть. Тут-то вдоль дороги больше ничего нету. Никаких магазинов. А в Магдагаче есть там продовольственный отдел. Вот туда мы и зарулим. $1068 на 3 семерки. Стоянка неплохая. Но что интересно, на дороге интернет 4G. На стоянке интернета нет. Высматриваем сейчас новый МАН. Нового МАНа в новой морде. Вроде с оранжевым прицепом. 16 метров. Тезка тут. А, он стоит. С Самары. Ну да, совсем в новой морде. Ой, их много. Все с одной фирмы, что ли? Не, разные конторы. Чайку попьем. 12:30, без 20 даже. Время обеденное. Может и в кафешку сходим. Стоянка неплохая, но яму никто не отменял. Ой. Ну да, 480 кобыл, все дела. Сейчас мы его оценим. Прям смотрю, совсем новый. Да. Я тебе говорю, что все моторы, блядь, не через Казахстан выгоняли. Через этот Лидеркрам. А, А? понятно. Здорово. Что ты вообще не поменялся нихуя? Что я должен меняться? Это вот только все мне говорят, ты что-то, блядь, постарел. Ну так ты ж это... По 1000 в день, где ж ты не постареешь? Ну 1000 день-то это редко, блядь. Да ладно, не рассказывай ты мне сказки, господи. Что, я тебя не знаю, что ли? А ты ж в Союзе был. Чё, Не был никогда в Союзе. Ты что? И где ты В работал? АТЛе.
А, вот, ну какая разница? Хрен, Большая, блядь. хрен редкий не Есть слаще. разные конторы. Да. Они же Сканию у меня забрали, блядь. Дали КамАЗ, нахуй. Я на нем чуть не взорвался, нахуй. На газовом? Да. Я ей говорю, пошли вы нахуй. С КамАЗом. Там у него под сидушкой как раз, блядь, вот такой бачок, как сказать, как тут, блядь, в нем 200 атмосферно, почти как баки в этих. Я подъехал, только заправился, ну пахнет и пахнет, а я приехал на ТО в Чернах, там, проходить, ну, техосмотр. Что-то воняет, блядь, что-то утром ладно, время, просто поспал, просыпаюсь, все равно такой запах, думаю, ихняя заправка еще. Закурил, да? Я ж не курю. Я не виду. Ни чая не стал, ничего. Он потом подошел охранник, говорит, заезжай. Он говорит, ты что, с утра чай не пил? Я говорю, да, нет, ты не куришь? Нет, я говорю, видно, блядь. Он у тебя под сидушкой, говорю, закурил бы, блядь, нет. Я звоню, говорю, все, Саша, пошел твой КамАЗ куда подальше. Конечно. Че, в кафе пойдем? А? Пойдем, я что-то пирожное хочу. Что, в машине не надоело тебе еще? Пойдем, ну. Сейчас тогда. Вот так вот, видите, вот он и газовый. Давай. Сходили с Лехой, покушали, пообедали. Давно не виделись. Сниматься отказался. Да. Телега, конечно, подушатанная. У тебя рация включена? Включена. Сел уже все сразу за камеру, да? Конечно, надо же показать, какой красивый автомобиль белого цвета отъезжает. Выполните разворот там, где это разрешено. Через 180 метров плавно Что ты говорил? поверните направо. Затем плавно поверните направо. Что-то у тебя с рацией не то. Рация фонит. Мне нормально слышишь? Сейчас, да. Ой, фонит, не пойму. Что тут контакт? На улице вообще распогодилось. 23, но эта машина стояла, так думаю, градусов 18 точно есть. Где тут ямы меньше, хрен его знает. Мне кажется, вот здесь поменьше. Поверните направо. Анна Алексей, давай удачи. Встретимся, наверное, еще где-нибудь. Чуть по Чайковскому. Давай, Лех, по одним дорогам ездим. Обязательно встретимся, шершавый. Давай, тебе тоже. Поверните направо. Ну а нам 324 километра до места осталось. Вроде связь появилась. Попробуем по выгрузке позвонить.
и ЦМР-ку, и ТН-ку присылал. Мгм. Мгм. Хорошо. Мгм. Мгм. Хорошо. Спасибо. Сказала перезвонить. Телефон живет своей жизнью. Что хочет включает, что хочет включает, что у меня режим полет включил. Ждем. Должна перезвонить. Алло. Мгм. Да, это мои действия какие? Я приезжаю, стою, жду звонка, правильно? Когда? Ничего себе, это они хотели, чтобы я как ехал, я не знаю, даже сложно предположить. Даже через Китай будет быстрее. Вечером сегодня. Да, мне координаты есть, все есть. Доехать знаю. Угу. Все есть. Да, слышно сейчас? Связь пропадала. Все есть, даже того, чего не надо, тут тоже есть. Хорошо, все, спасибо. Буду ждать звонка. До свидания. Я же говорю, своей жизнью живет. Фонарик включился зачем-то. Интернет выключился. Это. Если какое число выгрузка стоит, почему она меня найти не могла? Это 2 октября. Сегодня 18. Это интересно. Где и как я должен был ехать до 2 октября? Через Китай ближе. Через Америку не пущаются. В общем, все. Не, мы едем на стоянку. Туда, к заводу. Что-то Денис сегодня писал. Он выгрузился, который передо мной поехал, что там не заводится у него, что-то аккумуляторы, по-моему, там приказывают долго жить. Машина одной партии у нас. Тоже тревожный звоночек. Зима идет. Вообще, говорю, жди там. Спросил, интернет есть, сказал, есть. Короче, все, едем на стоянку туда. И там будем завтра утром ждать звонка. Расклад такой. Так, братцы, время без 15:07. Наше путешествие почти закончилось. Ну как? Не все. Первая часть мерлезонского балета. Осталось 1,5 километра, и мы покинем трассу Амур. Свернем в сторону Свободного. И там нам еще 10 километров, и мы на месте. Что-то уже смеркается, уже камера как бы может и не передает, но на улице уже почти темно.
свободного не ездил. Ни в свободном не был, ни на этом заводе. Много уже туда. 1000 машин уже туда съездили. Ну вот и наша очередь пришла. Денис сегодня разгрузился. Та машинка, которую мы грузили. Он стоит, меня ждет. У него какие-то проблемы. Какие-то проблемы у него с аккумуляторами, что он не заводится, говорит. Возможно, будем прикуривать всего. Но мы в Китай как бы вместе пойдем. Только время захода у нас немножко разное. Он на пару часов раньше. Ну это ладно. Он там стоит, меня ждет. Не стал на космодроме уже остановиться на стоянку. Я сначала, когда ехал, думал стать на космодроме, потом утром сюда приехать. Ну ладно, поеду уже сюда. 11 километров нам осталось. Пока тут едем. В общем, с расходом я почти угадал. 28,6. Сейчас у меня расход. Ну вот я с Забайкальских хребтов спустился, был 28,8. Ну, 0,2. Здесь по Амурской равнине сбросило. Тут-то, особенно от Магдагачи сюда, в основном вся дорога хорошая, ровная, новая. Катишься себе на круизе. Вот. Почти прибываем. Вот осталось 2,5 километра. Километраж получается, ну, на момент вот сейчас прибытия будет 8531 километр. Сейчас здесь должна быть большая какая-то асфальтированная стоянка с правой стороны. Нам на нее нужно заехать, найти Дениса, встать возле него. И все, и ждать завтрашнего утра. С 9 начинают работать. Ждем звонка. Ну, будем ждать звонка. Позвонят, скажут, куда ехать. Вроде несколько заездов. Именно на какой заезд погружаться. Но это будет завтра. Ё-моё. Две полосы. Готовьтесь ехать. Конечный пункт через 800 метров. Здесь тоже вот до свободного, ну, вот сюда, до завода этого газораспределительного, или как это называется. Здесь тоже дорога вся асфальт новый, все отлично. Вы прибудете в конечный пункт через 300 метров. Так, нам походу вот сюда. Где наш кубик? Вон наш кубик. Ага, Дениска стоит. Короче, паркуемся. Пойдем, узнаем обстановку. И будем отдыхать.